Всем привет! Сегодня вместе готовим очень вкусный, нежный и ароматный лимонный чизкейк. Если не хотите пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик возле кнопки «Подписка». Вам сразу же будет приходить уведомление о выходе нового рецепта. Для основы подойдет любое песочное либо крекерное печенье. Его нам нужно измельчить в крошку. Можно сделать это в блендере, либо пересыпать в плотный пакет и измельчить скалкой. Духовку я сразу включила разогреваться на 170 градусов. Добавляем в крошку остывшее растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. По желанию часть печенья можно, например, заменить миндалем или другими орешками. Тоже вкусно получается. Пересыпаем крошку в форму. Я сегодня буду выпекать в квадратной. Ее размер 23 на 23 сантиметра. Ну, конечно, можно использовать любую другую, например, круглую разъемную форму. И распределяем ровным слоем, хорошо прижимая. Форму я выстелила пергаментом, чтобы просто было удобнее извлечь из формы. Так как она у меня не разъемная, а чизкейк очень нежный, так будет удобнее. Выпекаем основу в духовке, разогретой на 170 градусов, примерно 8 минут. Это нужно для того, чтобы наша песочная основа потом не была мокрой. Основа должна вот так слегка подрумяниться. Духовку я не отключаю, просто уменьшаю температуру до 160 градусов. Пусть песочная основа слегка подостынет, а мы приготовим начинку. Продукты должны быть все комнатной температуры. Ну вот сыр такой мягенький должен быть. Ну, естественно, яйца и сметану, и лимонный сок я тоже заранее достала из холодильника, чтобы они хорошо соединились между собой. Взбиваем сыр пару минут до пышности. Всыпаем сахар и перемешиваем еще минутку. Сахар, конечно же, добавляйте по вкусу. Мне нравится умеренная сладость. Вливаем лимонный сок. Добавляем цедру одного лимона и щепотку ванилина. И еще раз слегка перемешиваем. Добавляем по одному яйцу и слегка перемешиваем после каждого на маленьких оборотах. Я стараюсь перемешивать коротко, чтобы не образовывались лишние пузырьки воздуха. Теперь добавляем сметану и коротко перемешиваем до однородности. И теперь переливаем всю массу на остывшую основу. Несколько раз можно постучать, чтобы выпустить лишний воздух. Отправляем чизкейк в духовку, разогретую на 160 градусов, примерно на 35-40 минут. Чизкейк готов, он должен вот так начать зарумяниваться. Ну и вот когда достаете из духовки, он вот так подрагивает еще. Сейчас он еще такой пухленький, но по мере остывания он будет оседать, ну и становиться таким более ровненьким и плоским. Сейчас оставляем его остыть при комнатной температуре, а потом убираем в холодильник минимум на 4 часа. Чизкейк я хочу украсить лимонным кремом. Конечно, курдом его не назовешь, но получается такой очень вкусный ароматный лимонный крем, который хорошо дополняет вкус чизкейка. Для этого смешиваем в кастрюльке сахар, крахмал. Для десертов я стараюсь использовать кукурузный, но в принципе подойдет любой. 2 желтка. Если у вас яйца небольшие, то в принципе можно использовать целые, но только на желтках получится вкуснее. Лимонную цедру, лимонный сок. И хорошо все перемешиваем до однородности. В конце добавляем воду и отправляемся на плиту. Ставим на средний огонь и нагреваем, пока крем не загустеет. У меня крем начинает густеть уже на 6-й минуте. Ну вот сейчас буквально еще минутку провариваем и выключаем. Огонь можно слегка уменьшить. Вот такая консистенция должна быть. Сейчас добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем до его полного растворения. Переливаем крем в другую мисочку и оставляем остыть до комнатной температуры. Если не любите цедру, то можете пропустить его через сито.
Чтобы крем не заветривался, можно его прикрыть пищевой пленкой в контакт. Чизкейк постоял у меня уже где-то часик в холодильнике и стал холодненьким. И крем уже тоже остыл до комнатной температуры. Еще я забыла сказать, что если вы не планируете покрывать верх чизкейка каким-либо кремом или помадкой, тогда лучше его выпекать в более деликатном режиме, так сказать, то есть на водяной бане, чтобы избежать на поверхности трещин. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник до полного остывания. Нежный цитрусовый чизкейк. И, кстати, вот этот вот крем сверху прям вот очень в тему. Если будете готовить, то обязательно попробуйте с таким кремом. Чизкейк просто потрясающий, очень легкий, нежный, в меру сладкий, с такой приятной лимонной кислинкой и буквально тающей во рту структурой. Я вам однозначно рекомендую попробовать такой чизкейк и надеюсь, что он вам также понравится. На сегодня у меня все. Желаю вам удачной выпечки, приятного аппетита и, как всегда, жду вас в новых видео.